друг, я твой отец. Нет! Короче, как-то так. Ну, ой, ты снимаешь? В общем-то. Ребят, сегодня у нас крутейший роутер. Смотрите. Вот такой вот Asus ROG Raptor. Вот он, смотрите. Asus ROG Raptor GT BE19000 AI. И AI здесь не просто приписка искусственный интеллект. Это конкретно про искусственный интеллект. Про две системы в одном роутере. Про докер. Про искусственно-интеллектуальный анализ трафика и игровое ускорение. При этом это даже про 20 гигабит. Вы сейчас спросите, как? Да все просто. Он может агрегировать LAN-порты в две десятки в 20 гигабит. Вдумайтесь, до чего мы дошли. И при этом это полноценный Wi-Fi 7 с 6 ГГц, 320 МГц, с мультилинком. Короче, ребят, это настолько крутая пушка. И она пришла на смену вот этому моему, кстати, тоже любимчику. Asus ROG Raptor BE19000, но уже немножечко устаревший. Хотя, что он устаревший? Просто этот новее. Что я могу вам сказать из моего опыта работы с этим роутером? Невероятно. Две полноценные аппаратные системы, про которые мы позже чуть поговорим. При этом у него две памяти, два процессора, NPU на 7,9 тераопс, полноценный докер, полноценный портейнер, полноценный Home Assistant, который туда инсталируется, блокировка рекламы, родительский контроль, игровое ускорение, два USB-порта и 10 гигабит порты, которые тоже дают чистые 10 гигабит. Мы это протестируем. Знаете, чего мы не смогли протестировать? Мы не смогли протестировать дальность покрытия. Я вам объясню. У меня студия 160 квадратов. Он стоит в центре. И на отдалении в любую из точек у меня практически не было падения, потому что у него заявлено покрытие до 320 квадратных метров. Это невероятно. На самом деле невероятный роутер. Конечно же, фирменный ROG дизайн. А знаете, что я еще там реализовал? Я свой Minecraft сервер поднял на нем. Да, это все можно делать. Еще поднимал на нем, пробовал Telegram-боты и тому подобную всякую лабуду. Сказал бы я, но нет, это классно. И для работы, и для игр, и даже некоторые примочки на докер можно ставить. И докер при этом не зависит от основной операционной системы роутера. Ну, вот так вот устроено. Короче, ребят, сейчас мы его пойдем распакуем с вами. И потом посмотрим, что он может. И, конечно же, потестируем самое важное для меня скорость. И, конечно, я покажу, что докер работает. И покажу даже свой сервер Minecraft, который я там развернул. В общем-то, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки в описании под видео на канале Технозон. Поехали. Технозон. Вы посмотрите на эту коробку. AI, Wi-Fi 7. Ну, здесь заявлено NPU. Конечно, это все мы будем с вами изучать. А вот здесь вот, слушайте, вообще прикол. Как все красиво. Смотрите. 4-ядерный проц, двойные 10-гигабитные порты, тройной уровень безопасности. Ну, тут вот много чего рассказали, да? 4-8 раз больше, 4К каунт, 320 МГц. Это все очень красиво написали. Да, все очень красиво написали, но мы с вами должны посмотреть... Очень красиво. Да, коробка просто шикарна. Но мы должны с вами увидеть конкретные варианты ее использования. Открываем. Слушайте, прям... А ну. Да ладно. Красивый собака. Роутер. Нет, это собака. Это, блин... Ай-яй-яй. А ну, смотрим сразу. Что здесь? Ой, слушайте, давайте я это сейчас все распакую, и мы продолжим. Ну и распаковали. Смотрите, патчкорд. У нас патчкорд CAT7, который стоит, наверное, дороже, чем некоторые бюджетные роутеры. Это очень крутой патчкорд. А вот это меня, конечно, удивило. Блок питания 60 ватт. 60 ватт блок питания, при том, что, смотрите, у нас сменная вилка, можно ставить универсально, то есть какую-то для другой страны. А вот сам по себе ROG, вот смотрите, какой он красавчик. Вы посмотрите, какой он красавчик. Дизайн не изменился практически. Ну, то, что он в белом цвете с предыдущей модели. Вот это все светится. Мы вам все это покажем. Давайте вот эту пленку снимем, потому что не очень красиво. Ой. Ну, ничего страшного. Смотрите, посмотрите на эту красоту.
Посмотрите. Теперь светодиодная панель, WPS LED управление, ну, вернее, включение-выключение. Здесь у нас USB 2.0, USB 3.0, кнопка включения-выключения, а вот здесь вот у нас самая интересная панель. 10 гигабит WAN порт, у нас 10 гигабит WAN порт, вот они сдвоенные WAN. И здесь 4 у нас 2,5 гигабитных порта. А вот этот вот гигабитный порт, он сирота. Знаете, уже такой атовизм, который просто еще не убрали. Не знаю, для чего он нужен. Но здесь портов достаточное количество. Очень интересный роутер. Давайте, кстати, антенки. Смотрите, поворотный здесь 45. Здесь у нас 180 градусов в обе стороны. В принципе, можно как столик использовать. Раз, перевернул, все хорошо. Или как паучка. Да, или как паучка, да, Очень поиграться. Ладно, ребят, переходим, подключаем, тестируем. И вуаля, да, мой сервер, который хостится на моем докере в моем роутере. Мой персональный сервер. Кстати, можно закастомизировать и все, что хочешь делать. И играть тут во все, что хочешь. На самом-то деле, Роджи не зря игровой ноутбук. Ой, ноутбук, господи, ты, боже мой, у меня, кстати, рядом Роджи стоит. Это конкретно про роутер. Но вы сейчас скажете, слушай, ну ты там на докер, Майнкрафт, сервер поставил. И вы сейчас скажете, ну так вот, подожди, у тебя там докер, да, и здесь портейнер стоит. Конкретный, полноценный докер с Linux ядром. И мы можем заходить и посмотреть, сколько у меня различных контейнеров. Их много. Сейчас я рестартанул Майнкрафт сервер. И вы скажете, так он же жрет ресурсы. Ну, это не совсем так. Дело в том, что здесь у нас стоит система на 2 ядра. Имеется в виду не на 2 ядра процессора, а ядро роутера и ядро AI, то есть ядро искусственного интеллекта. Но об этом немножко позже. Как вы поняли, у нас стоит конкретный портейнер, конкретный докер. У меня стоит сейчас, ну, например, там Libre, пожалуйста, стоит Libre Speed Test. То есть я могу потестировать это на внутреннюю сеть докера, там со своими ограничениями. Тут 400 мегабит на счет, это вообще не про то. Это не про скорость, это просто про то, что можно поставить сюда различные докер, именно дистрибутируя контейнеры. При том, что у меня сейчас стоит AdGuard, он тоже на докере. Я могу поднять свой конкретный AdGuard сервер. Вот, пожалуйста, AdGuard Home, где я могу управлять, я могу создать свой конкретный сервер AdGuard и блокировать рекламу. Мне не надо регистрироваться где-то, что-то оплатить. Вот, пожалуйста, у меня AdGuard Asus стоит уже прямо в портейнере на докере. И я здесь, кстати, на этом роутере пробовал, поднимал на Python именно конкретно свои боты для Телеграма, которые у меня там ссылками занимаются. И здесь можно их хостить на постоянку. И можно здесь поднять и Matrix, если вы TV-боксер, вы понимаете, о чем это, про те же самые торренты онлайн. Все здесь будет работать. То есть с этим вообще вопросов нет. То есть даже деланный сервер мы здесь поднимали, мультимедийный, тягает за милую душу. То есть докер прям шикарен. А еще сюда некоторые читы ставят. Ну, я не про это. Это не идеология Роджи, не подумайте. Это конкретно вот как некоторые любят такое делать. Ну, а про искусственный интеллект это здесь не все. Про искусственный интеллект здесь будет дальше. Потому что к этому докеру мы сейчас еще вернемся. Потому что там и Home Assistant, и все остальное. Но давайте посмотрим, что нам заявляет сейчас сам производитель. Смотрите, Asus ROG Raptor GT-BE 19000 AI. Покрытие до 325 метров квадратных, 200 плюс устройств. Тройной уровень защиты, много всего. Давайте сразу на хайлайты, потому что вот там очень много расписали. Это первый в мире маршрутизатор с искусственным интеллектом, с полноценным. Знаете, в чем полноценность? Это значит, есть ядро роутера, у которого 4-ядерный 2.6 процессор, по 2.6 ГГц, 4-ядерный процессор с флеш-памятью 32 гигабайта и оперативной памятью 4 гигабайта. А есть еще AI Core. Это значит, что отдельная система по типу какого-то мини-сервера, который основан у нас на процессоре Synaptics SL1680. Это конкретно встроенная платформа интернета вещей, скажем так. Это ARM-процессор на 4 ядра 2,1 ГГц, у которого есть NPU, Neural Processor Unit, с
быстродействием 7,9 тераопс. И вот на этом уже работает все те функции, о которых мы сейчас будем говорить. И у него тоже есть флеш-память на 32 и оперативная память на 4. То есть, по сути, в одном роутере две системы. Давайте дальше. Микросервис хаб, Docker, Home Assistant. И вот я про него еще не говорил, но мы сейчас к нему перейдем и покажу, что Home Assistant здесь работает полноценно. Я даже вот камеру держу. Короче, сейчас покажу. Потому что здесь вот видеонаблюдение, там, знаете, там VPN, это все тоже там же реализуется. Локальный ИИ-эксперт, то есть вы можете общаться с ним прямо в веб-интерфейсе роутера, задавать ему различные вопросы по настройке и тому подобное. А вот дальше. ИИ для улучшения работы сети. Тут уже очень интересно, потому что вы можете... Смотрите, есть такая штука Wi-Fi Insight. Это функция, которая постоянно сканирует каналы для обнаружения как сетевых, так и посторонних радиопомех. Например, микроволновки, радары ДФС. И система интеллектуально просто-напросто переключает каналы, ведет круглосуточный журнал истории и дает глубокий анализ. То есть у вас постоянно правильный канал, у вас постоянно он чистый. Есть режим энергосбережения, трехуровневый фильтр содержимого. Это там, где у нас есть Edge AI. Он блокирует рекламу и трекеры. Также выполняет правила родительского контроля. Также есть AdWord Home, который мы можем устраивать вот эти вот расширенные возможности локальной фильтрации. Ну и стандартный AdWord DNS. Теперь клиент Insight. Это очень прикольная штука. У него тоже ИИ-аналитика. Это эксклюзивное программное обеспечение Asus. Оно визуализирует все вот эти вот подключенные устройства на единой панели. Там и скорости канальные, и фактические, и статистика. Трехуровневое игровое ускорение. О чем идет речь? Как заявляют, на 34% меньше задержка, но тут идет уже вопрос о том, что у нас автоматическая оптимизация устройств. Если вот, лисичка, дай мне мой старый игровой роутер, и вот, он не старый, допустим, предыдущий мой игровой роутер, смотрите, это вот ROG Raptor, пожалуйста, тоже ROG Raptor GT-BE 19000, а этот AI. И вот здесь вот игровая оптимизация управлялась с помощью ручек, где вы даете ему, грубо говоря, устройство и говорите: вот смотри, вот это устройство надо приоритизировать, на нем играются в такие-то игры, нужно пробросить там тоннель, надо туннелирование сделать, и там вот есть такой профиль игр, и это такой тип устройства. То в этом роутере все делается на основе искусственного интеллекта, он сам автоматически мониторит трафик, подключаемые порты, и сам предоставляет самый высокий приоритет для обеспечения сверхнизкой задержки. То есть, по сути, адаптивный QoS. И есть еще GTNet. Что такое GTNet? Это экспериментальная, кстати, в раннем доступе, очень крутая штука, которая анализирует задержки в режиме реального времени, и она перестраивает маршрутизацию до сервера не просто самый короткий, а самый быстрый маршрут. Это позволяет обходить эффективно все эти задержки. Вот, пожалуйста, выглядит он таким вот образом. Вот GT Booster. Он поддерживает Epic Games, виндовые игры, Steam, но они должны быть установлены официально. У меня здесь установлены, в принципе, это тестовый компьютер. У меня там установлено конкретно из сетевых там Tomb Raider, и все, больше ничего нет. Поэтому это очень крутая штука. У меня на ROG я уже установил. Есть, конечно же, там родительские контроллеры, security сканы. Есть Quest Network Pro. О чем идет речь? Идет игровая сеть, есть сеть искусственного интеллекта, сеть VPN, а еще тут, кроме этого всего, есть портальная сеть. Это, знаете, как вот для малого бизнеса или среднего, там, где можно коптив портал профессиональный, там, купи там круассан и получи $100 миллиардов бесплатно, да, вот такое вот там выводится, когда подключаешь к Wi-Fi, здесь тоже такое есть. Конечно же, это Wi-Fi 7, 19 гигабит, 3 диапазона, тут про охлаждение, про антенны, и это действительно... А, кстати, знаете, что самое интересное? 20 гигабит с агрегацией каналов. Объедините два Ethernet канала в один логический канал, создав высокоскоростное подключение с пропускной способностью 20 гигабит. О чем это? Хрен его знает. Потому что 20 гигабит мне проверить абсолютно не на чем. 10 еле проверяем. 20 агрегируйте. Скорее всего, для нас серверов, которые это все дело вытянут, это, конечно, будет тяжело. Но это здесь есть. Невероятная штука. В характеристиках мы ничего, в принципе, нового не увидим. Кроме того, что здесь поддерживаются AX, BE протоколы Wi-Fi 7. Есть у нас, как видите, они
пишут, для 6 ГГц скорость максимально 11529, для 5 5764, а для 2,4 1376 мегабит. Я вам сразу говорю, что для 6 ГГц это тотальная, максимальная теоретическая скорость всех устройств, подключенных внутри сети. 6 ГГц. Максимальная фактическая на одно устройство будет 5764. В МЛО будет больше, конечно же. 5 ГГц будет максимально у вас 2882 мегабита на одно устройство максимальной канальной. Ну и, соответственно, 688 в 2,4. Формула МИМО 4/4 на каждую из антенн. OFDMA поддержка. Ну и пошло-поехало. Там уже пошли перечислять какие-то функции, которые мы и так сейчас увидим. Но давайте теперь вернемся к самому интересному. Я сейчас обновлю свой Google Home Assistant. И здесь у нас действительно начинается прям прелесть. Я включу запись экрана своего смартфона и включу свой ТВ-бокс. Сейчас вы такие спросите, подожди, а при чем здесь вообще ТВ-бокс? Я вам объясню. Смотрите, есть у меня Home Assistant, куда можно добавлять различные устройства. Например, давайте на кухню я добавлю устройств. Вот, добавлю устройство. И вот, пожалуйста, мы видим здесь у нас погода, это все хорошо. Это умный дом. Чтобы вы понимали, Home Assistant отвечает за умный дом. Ну, я сразу захожу в медиаплееры. У меня тут рос, подождите. И мы видим GD1 4К. О чем это вообще? GD1 4К. А это вот наш... Это вот, кстати, пульт у нас, смотрите. Я регулирую громкость. Могу там... Вот видите, громкость регулирую. Могу туда что-то затранслировать, например. Оп, и затранслирую сейчас сюда свой Home Assistant. Но это пока просто он экран транслирует, потому что транслировать контента нет. Но мы можем сюда затранслировать, например, камеру. И вот у меня есть тут камера, которая тоже заведена на Home Assistant. Давайте мы сейчас ее подключим. Вот она камера. Давайте я сразу ее выключаю, потому что все равно у меня сейчас трансляция очень слабо идет. Я и записываю, и вывожу, и, короче, тут нагрузил я сам свой комп так нереально. И он последний кадр запомнил. Это мы тоже с вами посмотрим. То есть мы можем закрыть саму по себе трансляцию. И про какую камеру идет речь, я вам объясню. Дело в том, что у меня здесь есть еще и камеры. Давайте устройство. Вот, пожалуйста, Motion Active. У меня есть камера. Давайте помашу. Вот мы сейчас поставим. Вот я машу. Вы сейчас видите ее в смартфоне. Я могу ее смотреть. Все это через хаб умного дома. При том, что я могу сюда добавить устройство. Ну, давайте вот добавим сюда устройство. Мы можем добавить сюда все. Он поддерживает даже там такие Android Home, AccuWeather, различные надстройки. А давайте вот поехали. Tuya Smart можем? Давайте. Tuya Smart можем. Xiaomi устройство можем? Можем. TP-Link Tapo можем. Мы сюда можем подключать все, что угодно. И выглядит он, кстати, вот на овервью именно вот таким вот образом. То есть я могу выключать уже смартфон, в принципе, тут смотреть нечего. Смотрите, те же самые медиаплееры я вижу, те же самые, тут, допустим, активности, энергии. Я могу здесь посмотреть, где находятся мои дома. То есть все это управлять своей энергией, своими устройствами умного дома, делать автоматизацию. Это Home Assistant, который основан, и вот, кстати, он работает у меня в Portainer, да, на докере. Пожалуйста, Home Assistant Asus. Все мы поняли про докер, ну давайте зайдем конкретно в главное меню работы этого роутера. А есть у нас тут сразу тест производительности DNS. Мы видим в режиме реального времени, какие DNS на текущий момент самые быстрые. Видим информацию о WAN-порте, видим у нас здесь инфографику подключенных устройств. Конечно же, видим с вами состояние системы. Смотрите, загрузка системы по CPU всего 20% и RAM 23%. А AI ядро работает отдельно. Вот это конкретно на роутер. И эти AI ядро и эта штука, они связаны отдельно. Теперь смотрите, состояние портов. Также у нас есть с вами управление Aura. А вот Aura это вообще прикольно. Ну давайте я вам попереключаю. Смотрите, у нас здесь есть и радуга, и градиент, и какие-то угасания, и волна, и строка. И просто менять можно статически. И это действительно красиво выглядит. Все-таки фирменный вот этот вот стиль Aura RGB, он прям
прям топовый. А теперь дальше. У нас есть мониторинг трафика. Хорошо, отлично. Но у нас есть и тот самый Wi-Fi Insight, который позволяет нам мониторить конкретно. Ну, вот в 6 ГГц у меня вообще никого нету. Да? То есть я могу занимать все, что угодно. 5 ГГц практически что-то там есть, но, опять же, ну, у меня сейчас отдельно стоящее здание. Я работаю канал 36 в 160 МГц. Тут конкурентов у меня нет. В 2.4, ну, тоже так получается. Но штука невероятно крутая. Конечно же, есть поддержка AI Mesh. Это все хорошо. И вот это вот самые приколы по этим клиентам, которые у нас есть. Видите, разделение проводные и беспроводные, расширенные. И мы сразу видим с вами канальную скорость. Кстати, а где мы? Давайте ноутбук еще включим, должен появиться. Он в МЛО был подключен. А не, он в 6 ГГц подключен. И, кстати, вы меня сейчас спросите, а что за интерфейс-то такой? Блин, прикольный. А вот он появился, Technozone ROG с коннектом 5188 мегабит. А я вам объясню. Дело в том, что это Asus VRT 6. Новенький. Новенький Asus VRT 6. Прям невероятно классная вещь. Смотрите, при нажатии на каждый из вот этих вот устройств мы видим с вами время доступа в сети. По настроечкам можем с вами связывание MAC и IP адресов делать, блокировать доступ в интернет, расписание делать. Есть у нас статистика работы. Ну, это тестовый роутер, я его постоянно перезагружаю, поэтому статистика ограничена, ее просто-напросто пока нет. Но она со временем там появится. Управление адаптивным QoE. Ну, то есть тот же самый QoS. Да, там только QoS был ручной. А здесь вот и начинается вот этот вот искусственно-интеллектуальный момент, когда мы выбираем просто режим AI баланса и забываем вообще про там какие-то приоритизацию игр. Он сам с помощью модуля искусственного интеллекта будет определять ваши игровые устройства и приоритизировать. Хотя вы можете отдельно брать и включать игры, стриминг, удаленная работа, либо офис. То есть сами по себе это можете менять. Но я оставлю себе режим AI баланса. Вы можете там включать этот переключатель и уже там сами чем-то еще дополнительно управлять. Но давайте перейдем в сеть. Здесь тоже очень много интересного. Мы можем создавать игровую сеть. Он, кстати, DNS пингует. Вы можете создать под игровую сеть отдельно с самыми быстрыми DNS-ами. Потом гостевые порталы, то, что я говорил, Captiva. Также у нас есть гостевая сеть с расписанием работы. Есть детская сеть тоже с расписанием работы и с доской объявления. У нас есть сеть интернета вещей. Смотрите, сеть интернета вещей, она изолирована, ее, скажем так, не так-то просто взломать. Есть сеть VPN, настраиваемая сеть вы можете сами настроить. И многосвязочная операция, это имеется в виду мультилинк. У нас есть 3 Wi-Fi сети 6, 5 ГГц и 2,4, которые здесь есть быстрые настройки доступа. Это имеется в виду тут пароль сети, допустим, тот же самый метод проверки подлинности. Кстати, все 3 сети поддерживают WPA3 Enterprise, и уже у нас здесь можно по клиентам посмотреть. Смотрите, то есть мы можем зайти в клиенты и посмотреть проводные, беспроводные, весь список. А также есть Asus MLO, где мы можем чуть более тонкие настройки, в частности, привязывать его к VPN и управлять, допустим, тем же самым расписанием, либо отгвардом. А вот по VPN, конечно, Asus поработали уже давно. У них есть поддержка серверов PPTP, OpenVPN, IPsec VPN и WireGuard. Конечно же, есть VPN Fusion. И есть Instant Guard. А вот и пресловутый анализатор трафика, пожалуйста, то есть немножечко поработали, и он уже начинает выдавать, какие приложения используемы, топ именно использованных клиентов по состоянию, по запросам, по трафику. И, короче, вот это тоже расширенный такой прикольный у нас интерфейс. А вот AI Protection — это уже нечто новенькое. С помощью искусственного интеллекта он у нас блокирует рекламу, блокирует трекеры, двусторонний IPS есть, который у нас, по сути, блокирует, ну, он предотвращает атаки, либо спам, или DDoS. Также у нас есть блокировка вредоносных сайтов и зараженных устройств. Все это вот здесь вот есть даже статистика. Есть радиевский контроль, где мы можем просто-напросто указать, например, тут лисички телефон, мы можем ей закрыть контент для взрослых, азартные игры, нелегальные, насилие, развлечения, связь. Оставим только работу тебе, оставим вот все, лисичка уже там
подумай. Нет, это твои проблемы. Все, давай так. Есть работа по расписанию и, конечно же, AdGuard. Но в данном случае AdGuard это будет внешний AdGuard DNS. А вот уже дальше в AI Board вы можете устроить свой личный. Теперь дальше. Трехуровневое ускорение. О чем идет речь? Оптимизатор игр. Переходим к настройкам и возвращаемся к этому самому режиму AI баланса. Также у нас есть тот же самый GTNet, о чем я говорил. Ну и, конечно же, ROG First, игровые устройства. Если вы будете работать с ROG устройствами, у вас, конечно же, будет максимальная совместимость в приоритизации и, конечно же, минимальный пинг. А вот здесь уже все. Это зона искусственного интеллекта. Имя хоста у нас вот есть, пожалуйста, AliBoard. Вернее, AI Board — это его, по сути, адрес. Потому что если мы обращаемся, например, к портейнеру, мы видим, что у нас здесь AI Board, и к любому из, допустим, устройств тоже AI Board, то есть здесь идет уже внутренняя сеть, но они взаимосвязаны изнутри. Очень интересно все построено, достаточно умно построено, потому что, ну, например, в тех же самых роутерах Xiaomi там докер, ну, немножечко обрезан, и это прям проблемка. И здесь вы уже можете Edge AI поставить, который будет трекеры и рекламу, AdGuard Home свой настроить, да, который у нас есть, AdGuard DNS открыть, и плюс у нас все пошло. Портейнер, есть у нас Home Assistant и FreeGate. FreeGate это ПО, ну, у меня нет IP-камер, к сожалению, я бы вам показал бы, но это FreeGate, это open source ПО, которое позволяет вам организовать свою систему, ну, DVR, по сути, то есть систему видеонаблюдения, вот так вот. Плюс есть тот же самый помощник маршрутизатора, Assistant, но в основном больше англоориентированный, на англоязычно ориентированный. Смотрите, например, там, хотя на русском тоже можно писать. Проблема подключения 6 ГГц. Ну, смотрим, что он там выдаст нам. Трекинг, но он отвечает что-то там стандартное. Хотя, если давать какие-то вопросы, там 6 ГГц общие, то он выдаст здесь радиус. Ну, честно говоря, на английском надо делать. А ну, подождите, network. А ну, смотрим, что он там. Он нам дает по запросу быстрое решение, еще и позволяет туда перейти, если мы что-то ищем. Дальше пошло мониторинг трафика. Ну, здесь все предельно понятно. Достаточно старая штука в этих роутерах. А вот здесь мы переходим в настройки. Здесь уже более привычные для нас вещи, где мы уже и потестируем с вами скорости данного роутера. Покрытие, сразу говорю, не удалось нам на нашей площади 160 квадратных метров получить какое-то значительное падение, поэтому теста на покрытие не будет. Оно везде примерно одинаковое. То есть он действительно добивает в любую точку нашей студии. Смотрите, 2.4 поддерживает с 1 по 13 канал 20-40 МГц, 5 ГГц поддерживает 160 МГц и каналы от 36 до 140, включая DFS, в 6 ГГц поддерживает 320 МГц и каналы от 5 до 85. Начинаем мы тест с 6 ГГц. Давайте, вот мы подключены, смотрим на Connect и видим у нас здесь Connect 5764 мегабита. В принципе, максимальное, что возможно для этой сети на одно устройство. И давайте стартанем скорость. Тест скорости. Используем MediaTek MT7920. Какой там? 9722 или 7920... 7922, короче, используем MediaTek адаптер и видим, что у нас 3,7 средний до 4 гигабит у нас на одно устройство, ну, в пиковом значении, 3,766 средняя. Это на загрузку, на выгрузку больше 3 мегабит, ну 3,3, 3,4 было в пиковое значение, это очень хорошие показатели, прям радует. Хорошо, 3,7 на 3. 5 ГГц начинаем с того, что Connect 2,8 гигабита 2882. Давайте обновим и стартанем. Получим скорость в среднем 1950. Ну, короче, 2 гигабита у нас простреливает на пиковую. Что на загрузку, что на выгрузку. Дубасит одинаково большие скорости. Вообще молодец такой себе роутер. Давайте посмотрим. 1961 фактически. На 1000... ну давай, пиковое значение какое? 1800, 1000...
900 будет? Ну, было 1900 один раз, 1800 с мелочью. Будет 1800 с мелочью средняя, 1821. 2.4 у этого адаптера не совсем хорошо, это 7927, точно у меня адаптер. Он дает нам здесь до 150 в среднем, но это зависит не от роутера, а зависит от самого ноутбука, на котором тестировали. Давайте сейчас дождемся конца теста. Он плавает 2.4, для меня это уже атовизм, который можно использовать только для устройства умного дома, не более. Ни для чего я его больше использовать не рекомендую. Уже давным-давно пора от этого отказаться. Вот 300 в пиковом значении было 2.4. Ну, давай. 123 на 140. На 153. И смотрите, мультилинк по скорости будет такой же, как 6 ГГц. Мне главное посмотреть канальную скорость и показать, что он работает. 6453 Connect очень даже неплохо. Ну и, конечно же, ланы. Ваны 10 гигабит, пожалуйста. 10 гигов Connect. Используем QNAP. QNAP, я имею в виду адаптеры 10-гиговые, и поехали. Чистые 10 гигабит. Я 2,5 гигабита и гигабит даже проверять не буду. Он спокойно работает 10 гигабит практически на максимальной скорости 9760, 9800 пиковая была. 9757 средняя. И получается на выгрузку примерно то же самое. То есть роутер имеет максимальные скорости. Просто максимальные. Работа самбо сервера здесь зависит от скорости вашего канала, в среднем 160-200 мегабайт в секунду. Ну и пошли дальше. Есть у нас также профессиональные настроечки, есть у нас список блокировки перемещения и настройка мультилинка более тонкая. В локальной сети у нас, пожалуйста, есть поддержка VLAN, у нас есть управление коммутатором, также у нас есть, видите, агрегирование каналов, мы можем агрегировать 10-гигабитные 10 и 10 и 2,5 гигабитные 2,5 будет 5, либо будет 5 тотальных, либо 20 тотальных. Ну как это реализовать, я, честно говоря, вот вообще ни в зуб ногой не понимаю, у меня нет таких возможностей. Также у нас есть настройка интернет, где мы можем использовать с вами статику, автоматику, PPPoE, PPTP, L2TP. На двойном WAN порту мы можем с вами использовать, допустим, 2 WAN порта для агрегации, не агрегации, а для балансировки нагрузки, либо отказоустойчивости. И при этом можно объединить 10 гигабит плюс 2,5 гигабита. Есть переключатель портов, есть переадресация. Вот, пожалуйста, поддержка демилитаризованных зон, DDNS, и вот у нас есть NAT Pass-Through. А вот OpenNAT — это из предыдущих поколений игровых роутеров, где мы можем с вами управлять вручную игровыми профилями. Вот как это делалось. То есть здесь это тоже можно самому вручную делать. То есть делать OpenNAT, например, мы включаем этот профиль, выбираем игровой профиль, например, давайте добавляем какую-нибудь игру, любую там, я даже не знаю, что у нас здесь есть? Давайте давайте PUBG. Выбираем внутренний IP-адрес, например, десктоп. И здесь есть, видите, Xbox One, PS5, PS4 и Steam. И все. И мы просто-напросто с вами применяем. И у нас появляется игровой профиль. То есть он будет делать открытый OpenNAT для определенного устройства. Обыкновенный медиасервер тоже есть. У нас есть 2 USB порта, которые могут быть, извините меня, всем чем угодно. У нас есть USB модем, где он поддерживает до 5G. Есть сервер печати. Общий ресурс в FTP. Сетевое окружение Samba. Вот, пожалуйста, Samba диск у нас вот работает. Сейчас я вам его покажу. Вот, пожалуйста, Samba диск. Мы можем с него воспроизвести вот тестовый ролик какой-нибудь. То есть вы можете его использовать как внешний диск для хранения каких-то файлов. Вот, пожалуйста, проигрывается LG Barcelona. Это тестовый большой ролик. Либо копировать, либо просто использовать. И медиасервер. Что такое медиасервер? По факту, давайте, Windows Media Player Legacy. Если у вас есть Smart TV, Android TV, то вы просто-напросто там вы можете транслировать отсюда какой-либо контент. Нажимаем видеозаписи, нажимаем все видеозаписи, выбираем любой. Давайте какой-нибудь, он там LG-шный ролик, они там любят свои ролики раскидывать по всему интернету. И вот, пожалуйста, оно
Все проигрывает. Идеально просто-напросто. Также есть IPv6, бренд Mauer с фильтрацией URL адресов ключевых слов и сетевых служб администрирования. Ну, дальше уже системные журналы и сетевые утилиты. А давайте-ка, наверное, пройдем уже, прорезюмируем данный роутер. Выводы таковы, что роутер получился невероятно крутой. Да, цена соответствует. Но это ультимативное решение, и это первый роутер с полноценным искусственным интеллектом, с отдельной платформой под искусственный интеллект, с различными плюшками, которых, хотя и есть в некоторых роутерах докер, но так как он построен здесь, извините меня, из, скажем так, из коробки, ну никто так не заморочился и не сделал. Поэтому мои рекомендации, ну, стопроцентные, роутер прям сумасшедший, в хорошем смысле этого слова. С вами был Баба на канале Технозон. Пока.